Один из самых быстрых в мире телефонов на момент издания этого ролика, а конкретно второй по скорости. Экран нереального качества. Топовое железо за просто смешные деньги по меркам флагманов. Плавность оптимизации Android 10 версии на уровне iOS систем. Телефон, который раскупают быстрее, чем его успевают производить. OnePlus 7T Pro. Ну и конечно же оптимизация фронталки, отсутствие капли на экране и минимальный брак с максимальной гарантией. Но это не хвалебный обзор, он потом, сегодня недостатки. Tube 382, всем привет, вы на канале Польза.нет, и здесь только быстрые и емкие обзоры, розыгрыши, условия которых всегда в описании к видео, и стримы с тестами самых интересных девайсов онлайн. На одном из таких стримов у меня недавно был телефон OnePlus 7T Pro, и как мои подписчики уже успели заметить, недостатков в нем хватает. Некоторые из них субъективны, другие являются следствием корявого андроида, но они есть. И их не может не быть. И для себя я их выявил 13 основных. А теперь тезисно. 13 недостатков OnePlus T Pro по мнению Польза.нет. Первым, не основным, но недостатком на поверхности идет отсутствие возможности расширить память. Вы можете не согласиться и сказать, что 256 гигабайт вполне достаточно. Но в реальности в телефоне флеш-памяти немногим больше 200 гигабайт. И при записи видео в максимальном разрешении 4К и 60 FPS свободная память тает просто нереально быстро. И это очень актуально для моего использования и, возможно, будет важно для вас. Конечно же, все можно перекидывать на флешку, но вы понимаете, что ее нужно теперь носить отдельно, а не в телефоне. Второе — это цветовой ряд. Ну не смешно выгружать модель в одном цвете. Ни черного, ни белого, ни каких-то градаций цветов. Просто одна гамма. Нравится — бери, не нравится — иди и покупай другой телефон. В комплекте даже чехол идет прозрачный. Не позорный, но довольно топорный. Третий недостаток — отсутствие даже элементарной защиты от влаги и пыли. Хотелось бы, чтобы производитель об этом задумался и получил сертификат. Всем бы было спокойнее, а шарахаться даже от легкого дождика или бояться взять его в мокрые руки, ну совсем печальный момент. Четвертое — зарядка по воздуху. Точнее, ее отсутствие. Беспроводной зарядки здесь нет. Ни быстрой, ни медленной. За час по проводу телефон заряжается, и это очень круто. Но беспроводной нет совсем никакой, а для флагмана я считаю, что это фейл. Пятое — сенсор разблокировки экрана. И я не думаю, что он у меня бракованный, но на стриме я показывал, что со всеми пальцами, которые занесены у меня для разблокировки, телефон работает совсем не идеально. И чтобы кто ни говорил, это раздражает. И по отзывам не только меня. Шестое. Нет выхода под мини-джек. Кому он нужен? Мне. Я люблю качественное звучание через проводные наушники, и переходники носить особого желания нет. Здесь мини-джека нет, а жаль, хотя это в принципе общая особенность большинства флагманов. Седьмое. Батарея. Она здесь на 4000 мАч. И хватило мне ее всего на 3,5 часа работы на стриме. И понятно, что я гонял телефон в тестах, но не так долго, как когда-то делал это с Xiaomi Mi 9, который мне довольно сильно не понравился. Но 3,5 часа это прямо печаль, при том, что всего было 2 стресс-теста и около 4 тестов на производительность. И все. Восьмой недостаток вытекает из девятого. Я впервые вижу, чтобы телефон мне выдавал сообщение о перегреве на втором подряд стресс-тесте. Это ни в какие ворота не лезет. 9 стресс-тестов у Xiaomi Mi 9 до полного разряда против 2 стресс-тестов у OnePlus 7T Pro до сообщения о перегреве. И это для меня является самым серьезным минусом данного телефона. Может быть дело в прошивке, может быть дело в оптимизации, но это плохо. Девятое. Заметное проседание скоростных характеристик при нагреве. Телефон, конечно, не начинает лагать, но даже в тестах показывает при постоянной работе на протяжении более 1,5 часов скоростные показатели ниже сразу на 15%. И это приличное проседание. Потому что при температуре в 49 градусов он в идеале должен работать вообще без проблем, без потерь в скорости. Десятый недостаток — механические элементы. Если выезжающая камера не является проблемой лично для меня, я уверен, что и ресурс здесь более чем достаточен. Хотя большинство пользователей по поводу этого переживают. Вот механический переключатель звуковых режимов по мне является прошлым веком. Каждому свое, а у меня он уже цеплялся, переключив режим один раз. Мне этого достаточно. 11-й недостаток — экран. Да, этот фееричный по характеристикам экран с настраиваемой индикацией боковых граней при получении оповещений, бесконечной плотностью пикселей и топовой яркостью имеют закругленные края. И это не просто сомнительное, а крайне тупиковое решение. При просмотре видео ощущения объема нет, а скорее появляется ощущение растянутости изображения, которого нет. Я, наверное, привыкну, но просматривать то, что сам на него я снял, на данный момент доставляет лично мне дискомфорт. 11-й недостаток — стоковые режимы у камеры. Чтобы объяснить просто, на данный момент Google камеру на него не установить. А в стоковой прошивке в том же Slow
Slow-Mo у него всего 2 режима. И да, мне нужно больше. И в большинстве флагманов режимов больше, а здесь только 2. На вопрос, будут ли еще, будут, но позже. А мне они нужны сейчас. 12-й недостаток. Комплект. Вот здесь можно было бы и на $20 побольше цену сделать, но докинуть проводные наушники и закинуть чехол поприличнее. Да и заводская защитная пленка на экране сделана настолько похабно, что впору спросить, не начала ли фирма пользоваться своим товарным знаком, а не соответствовать своему былому качеству и отношению к клиентам. И в завершении всего у меня нет претензий по поводу не столь топовой, как бы хотелось, работы динамиков. Нет претензий, что у телефона нет необходимого, но в то же время допотопного ИК-порта. Да и то, что телефоны сейчас довольно скользкие, я уже принял за данность. Но ценовая политика OnePlus слегка убивает. Цены на их аппараты рушатся так же быстро, как падает цена ювелирного изделия, которое вы выносите из магазина. Ну очень они быстро обесцениваются. И вместо того, чтобы обрушивать цены на старые модели, мне бы хотелось, чтобы их в некоторых моментах недофлагманы стоили слегка адекватнее. OnePlus и правда стал слегка ломить цены. И после Huawei P20 Pro, который у меня был на протяжении 1,5 лет, к этому аппарату у меня море вопросов, которые многие посчитают придиркой, и поэтому все, что я думаю, здесь я освещать не стал. Здесь я сказал об основном. Но основные претензии вы услышали. Хвалебный обзор я еще сделаю. По ссылке в описании телефон будет во время распродажи в Черную пятницу стоить около 41 тысячи рублей, а если со всеми купонами и кэшбэками, его реально будет купить в районе 38 тысяч в официальном магазине на Алиэкспрессе. При том, что вы можете купить китайскую версию и накатить на нее потом глобалку. Без проблем. И в завершение отмечу, что на нем нереально классно играть в игрушки, и он нереально быстрый. Snapdragon 855 Plus это, конечно, очень крутой процессор. Резюмировать нечем. Телефон топовый. Советую. Если обзор был полезен, не забываем лайк. Какие есть вопросы, с чем не согласны, пишите в комментариях. В следующем обзоре освещу. На канале поменялся план проведения розыгрышей на стримах. Стримы для розыгрышей я буду проводить раз в месяц, в последний день месяца в 21:00 по Москве. 100% в розыгрыше всегда будут 2 фитнес-браслета Mi Band 4. Остальные конкурсы следите за описаниями в видео на канале. Стримы по воскресеньям оставляю, но на них розыгрышей больше не будет. Спасибо за просмотр. Девайс сюда или нет, польза нет даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.